Переговоры между РФ и Украиной, куда Лукашенко отправил боевых медиков Белоруссии, возможен ли российский удар по дамбе Киевской ГЭС. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Новое заявление из Москвы. Кум Путина Медведчук угрожает захватом Одессы, а Соловьев ударом по одной из самых больших дамб Украины. Возможна ли атака? Соловьев призывает к эскалации. Зеленский назвал условия для разговора с Россией и новые сроки второго саммита. Мы в состоянии войны, у нас нет времени на длительную работу. Песков хочет войны и специальных зон в Украине. Новые заявления Кремля. Смотрите, по Харьковской области идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Доброе утро, друзья. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Кум Путина заговорил. Бывший украинский депутат Медведчук, который сейчас живет в РФ, через пару дней после ультимативных заявлений Путина решил дать интервью пропагандистам и заявил, что если Украина отказывается от тех условий, которые предложил Кремль, то интересом Москвы становится оккупация Одессы и других городов. Отказ от мирного плана Путина будет означать исчезновение Украины как государства. И ответственность за отказ от мира, новые тысячи жертв и разрушения будет нести военный преступник Зеленский и его хозяева из коллективного Запада. Это уже не первое подобное заявление, прозвучавшее в Москве. Там продолжают рассказывать, как и куда мечтают наступать. Одессу россияне уже неоднократно называли своей следующей целью. Но военные аналитики называют эту цель невозможной для российских оккупантов, учитывая их положение на фронте. Напомню, что Авдеевку, которая практически в 6 раз меньше Одессы, россияне пытались оккупировать на протяжении 2 лет. В Кремле же сейчас заявляют, что их так называемые цели будут достигнуты, но Одессы в планах нет. Очередное заявление сделал Песков. Смотрите, по Харьковской области идет же работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится. Все остальное, об этом сегодня речь не шла. У российских пропагандистов свои цели. Любитель озера Кома и отдыха в странах НАТО Соловьев призывает наносить ракетные удары по дамбе Киевской гидроэлектростанции. Там же находится одно из самых больших водохранилищ Украины – Киевское. Его протяженность практически 110 километров, а ширина 12. Водохранилище доходит практически до границы с Белоруссией. Я считаю, что ответить надо так, чтобы было страшно. Живот по Даже животному можно даже Только не это их ядерным может оружием, но, например, они говорят, что где-то будут самолеты находиться за пределами Украины, неважно, это должно быть снесено тяжелейшим оружием. Затем, вы мне, конечно, простите, но я не понимаю, почему до сих пор Киевская дамба стоит. Я реально этого не понимаю. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам утюжат Белгород, мы пытаемся сохранить Киев. Они не поймут нашего благородства. Сейчас там что, 3-й день, 2-й день, что-то горит в Киеве. Но они же все равно все считают, что они сейчас нас победят. Вот там Буданов, хитрый пирожок, что-то рассуждает о том, что будет с Крымским мостом. А если снести нахрен плотину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом. Предупредить жителей: ребят, у вас есть 3 дня, чтобы покинуть город Киев. Уйдите, пожалуйста, потому что затопит. В Украине напоминают, что Россия уже неоднократно атаковала гидроэлектростанции, взорвала Каховскую ГЭС изнутри, била также по Каневской, Днестровской, Кременчугской и Днепрогэс. В Центре военно-правовых исследований говорят, что РФ, вероятно, уже пыталась атаковать и Киевскую ГЭС, но ракеты были сбиты. Там также проанализировали слова Соловьева. Соловьев призывает к эскалации. То есть в определенной мере, понимаете, Россия, начав удары по ГЭС, в который раз масштабные удары по энергетике Украины, показала Западу, что они могут делать и как далеко они могут заходить. Проверили реакцию. В ответ Запад принял решение передать Украине атакамс и бить по территории России. Ну, Соловьев теперь призывает: так давайте еще пойдем на эскалацию, проверим и покажем, как мы можем, что мы можем, и проверим реакцию Запада. Именно сейчас
И либо Соловьева не поставили в известность, либо он вообще не прослеживает и не отслеживает, что происходит. Он занят настолько пропагандой и своим выдуманным вот этим миром пропагандистским, который закрыл ему глаза как пелена, и он не видит вообще, что как минимум последних 2 удара, которые были с использованием авиации и ракет по территории Украины, в том числе с кинжалами, они наносились по аэродромах. Миргород, Васильков, Староконстантинов. Это же понятно, они же это видят, они же там мониторят и так далее. То есть Россия хочет, скажем так, не дать разместить F-16, если чувствует, что они скоро будут, и кинжалы в том числе используют. Поэтому, как мне кажется, сейчас, скажем так, по приоритетности, возможно, даже аэродромы, авиабазы будут, скажем так, на первом месте, а на втором уже энергетика. В Германии совершено очередное нападение. На этот раз мужчина, вооруженный киркой и коктейлем Молотова, кинулся на людей. Все произошло перед футбольным матчем Польша-Нидерланды в рамках Евро-2024. Неадекват пытался атаковать как футбольных фанатов, так и полицию. В итоге полиция совершила предупредительный выстрел, а после целилась уже в нападающего. Он был ранен. Да, мы предполагаем, что это единичный случай, не связанный с футболом. Очевидно, что это не имеет никакого отношения к футболу, но мы имеем дело с отдельным преступником. И в этом отношении я вообще не вижу никакой угрозы или какого-либо влияния на сегодняшнюю игру. Буквально в конце мая в другом немецком городе Мангейм на юго-западе Германии мужчина с ножом напал на людей во время антиисламской акции. Тогда ранения получили 6 человек, в том числе и полицейский, который через 2 дня после нападения умер в больнице. Так называемый министр обороны Беларуси Хренин заявил, что белорусские военные медики в эти дни оказывают медицинскую помощь далеко за пределами Беларуси. Где именно задействованы военные медики РБ, идет ли речь об их участии в оказании помощи российским оккупантам на украинской линии фронта, Хренин не говорит, но благодарит их за выполнение своих обязанностей. Напомню, что последний раз пропагандисты Лукашенко широко освещали работу военных медиков Беларуси в Сирии в феврале прошлого года, когда там произошло мощное землетрясение. Тогда этих медиков и провожали, и встречали телекамеры. Однако сейчас о нынешних так называемых подвигах медиков ничего не упоминается и в сюжетах военного ТВ Хренина, где часто любят показать, как Лукашенко бряцает оружием. Там, кстати, в очередной раз продемонстрировали совместные с РФ учения с нестратегическими ядерными силами и в очередной раз начали угрожать. Применению нестратегического ядерного оружия является одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала. Итоги мы, безусловно, подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить, подразделения и части вооруженных сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы. В Швейцарии в воскресенье завершился глобальный саммит мира. Зеленский заявил, что далее надо действовать быстро и рассказал, когда состоится уже следующий саммит, на котором уже, судя по заявлениям ряда официальных и украинских, и западных лиц, должна присутствовать РФ. Например, Зеленский дал понять, что Киев готов сразу начинать переговоры с Россией, как только Москва выведет свои войска из Украины. Коммюнике, которое было принято на этом саммите, полностью отражает наши намерения и остается открытым для подписания каждому, кто уважает статут ООН. Первый и второй саммит мира должны объединить нашу общую работу, которая касается деталей мира. Мы в состоянии войны, и у нас нет времени на длительную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит к завершению войны ради справедливого и продолжительного мира. Как и предполагалось, в итоговом коммюнике шла речь о ядерной безопасности, о продовольственной безопасности, в частности о том, что не должно существовать никаких угроз для судоходства в Азовском и Черном морях. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубенца, декларацию подписали 80 государств и 4 организации. Не стали подписывать Таиланд, Индия, Саудовская Аравия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты. Начало этого процесса, оно положено, важного процесса обсуждения мира именно на украинских условиях. Второй момент, это стратегия все-таки шагов малых. То есть мы движемся постепенно.
объединяя мир вокруг идеи сначала гуманитарных вопросов, радиационной безопасности, что очень важно, и передачи под контроль Украине Запорожской АЭС. И далее будем двигаться по другим вопросам. Что касается следующего саммита, я думаю, что все будет зависеть от двух-трех составляющих. Первое – это то, насколько вообще Россия отреагирует и будет готова выполнять условия, которые как минимум здесь сейчас обсуждались во время этого саммита. Это возвращение детей, незаконно вывезенных с территории Украины, украинских, это обмен пленными, это радиационная безопасность, что очень серьезно на самом деле. И второй момент – это ситуация на поле боя. И напоследок о новой болезни, исследованием которой сейчас занимаются японцы. Bloomberg пишет о редкой разновидности мясоедной бактерии, которая способна убить за 48 часов. Так, собственно, на эту бактерию реагирует организм. Токсический шоковый синдром – это реакция на стрептококки группы А, пишет Bloomberg, ссылаясь на профессора-инфекциониста из Токийского медуниверситета. Он говорит, что заражение начинается с боли в горле и отека ног. Дальше лихорадка и некроз конечностей. По словам ученого, уже в этом году количество случаев такого шока может достигнуть 2500 человек, и треть из них может умереть. Для того, чтобы не оказаться в зоне риска, инфекционист советует соблюдать основные правила гигиены и лечить открытые раны. В Японии, к слову, по состоянию на июнь этого года уже зафиксировали 977 случаев синдрома стрептококкового токсического шока. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии сейчас вы видите на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, а оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.